Здравствуйте, друзья! У нас сегодня на разборе палатка Nature Hike Cycling Tent. Эта палатка ультралегкая и предназначена для велосипедных походов. Но в действительности никто не мешает ее брать в обычные походы. Поехали! Итак, Nature Hike Cycling Tent One Person. У них как-то с уникальными названиями не очень. Благодаря нашему подписчику Василию эта палатка появилась у нас. И вот Cycling Tent. Почему это палатка для велопоходов? Мы тут долго думали, потому что в действительности у нас были там на обзорах палатки для велопоходов, куда, например, в предбанник можно ставить велик. Нет, такого нет, здесь она скромненькая. Но при этом у нее дуги очень коротко нарезаны. Да, и благодаря вот этой вот короткой нарезке дуг мы имеем уникально маленький размер. То есть, если вот полностью стянуть, она совсем-совсем маленькая. И вес. Вес 1,5 килограмма. В самой полной комплектации. Это классический китайский ультралайт. Во всех его плюсах и минусах. Но разобраться с этим нужно, наверное, ставить. Давайте поставим и посмотрим. Итак, друзья, это конструкция палатки Cycling Tent One Person Nature Hike. Она основана на одной дуге с 2 хабами. Причем характерным признаком является то, что хабы высоко подняты. И основное жилое пространство образуется за счет хабов. Один чуть пониже, другой в голове еще более высокий. У этой палатки нет консоли, что естественным образом сужает жилое пространство. Она очень похожа на палатку CloudUp 2, но при этом она имеет вход сбоку, а не в голове. Ширина жилого пространства 95 сантиметров. Мы сейчас проверим, достаточно ли это для 2 человек. И длина 200 сантиметров, честных 200 сантиметров, по длине внутренней палатки. Внутренняя палатка состоит из сетки, но внизу сделан где-то 12-15 сантиметровый бортик, который предохраняет от попадания уж такого сильного ветра внутрь палатки. У этой палатки очень много достоинств. Самое главное — это соотношение того, что это палатка маленького размера, веса меньше 1,5 килограммов. В действительности можно ставить ее только на часть колышков, часть оттяжек. Не обязательно ставить футпринт. Сейчас мы поставили без футпринта. Кстати, он идет в комплекте. И получается, что вес может варьироваться начиная от 1,2. Маленькая компактная палатка. И еще одно очень серьезный плюс – это цена. То есть фактически это одна из самых недорогих ультралегких китайских палаток на Алиэкспрессе. Можно, наверное, найти дешевле,
но они будут тяжелее. Вот из легких это одна из самых недорогих. Но понятно, что здесь, собственно, где пошли на компромиссы. Ну, сначала технические моменты. Ткань. Есть два варианта. Можно заказывать с полиуретановым покрытием вот 210T. Они ее обычно обозначают. Она потяжелее и подешевле. А у нас это ткань с силиконовым покрытием с толщиной нитки 20 ден и с микроструктурой рипстоп. То есть это, в принципе, вот стандартная история для китайских ультралегких палаток. Водостойкость тента 3000 мм и водостойкость дна 4000 мм. Но получается еще дополнительно можно учитывать водостойкость, ну, например, футпринта. Если, конечно, вода не будет заливаться у вас между дном и футпринтом. Давайте посмотрим угловую фурнитуру. Это важно. Угловая фурнитура сделана на лентах, на таких стропах. Есть у нас фастексы. Ну, на тенте это нормально. Это даже удобно снимать быстро и ставить тент. И стропа внизу с петлей. Это бюджетное решение. Это точно совершенно не... Это точно экономия. И эта экономия, ну, чревата тем, что это кольцо может в итоге при сильных нагрузках отвалиться, выпасть. Но, в общем, вряд ли это может быть частым случаем. Вентиляция основывается на двух ситуациях. Во-первых, обычное вентиляционное окошко. А во-вторых, то, что тент не прилегает к земле. Здесь 10 сантиметров честных со всех сторон. Это значит, что при ветре вполне спокойно палатка будет вентилироваться снизу. Ну и еще дополнительное окошечко. Не скажу, что это очень-очень много, но с другой стороны сама-то палатка внутри сетки, поэтому вполне возможно она будет даже слишком хорошо вентилироваться. Ну а что вы хотите от палатки весом меньше 1,5 килограммов и ценой меньше $100? Ну что, мы приглашаем Алексея, который будет жить в этой палатке. Леха, селись. Вот, Леш, замри ненадолго. Вот давай вот это покажем. Вот это очень важный момент. Здесь не хватает дополнительной дуги, потому что если попадает дождь при открытом тенте, если Леша, например, забыл закрыть тент и ушел куда-то, то дождь будет попадать прямо на сетку и течь внутрь палатки. Поэтому, Леш, ты, пожалуйста, не забывай. Алексей, сколько у тебя рост? У меня 180. Ну, давай примерим. Алексей, вот, ну, давай выпрямись, покажи нам, как бы, влезаешь ты, влезаешь. Вот, опустись вниз до конца. У тебя сколько места над головой еще? Ну, достаточно, сантиметров 30, наверное. Ну, 30 нет, но 15. Ну, 30 нет, но 15. Ну, 15, да, 15-20. Нормально ты себя комфортно в этой палатке чувствуешь? Да, комфортно как раз-таки для меня. И вот здесь вот вещи вдоль меня сложить. Вообще супер. Слушай, ну она 95 сантиметров. В принципе, наверное, 2 человека могут влезть. Вот давай попробуем сюда еще одного вписать. А, давай. Здоров, Лёх. Здоров. Антон, а у тебя сколько рост? 186. Ну, ты помещаешься? Ну, вроде да. Слушайте, а в спальниках? Да, наверное, так же спальник-то мнется. В принципе, нормально будет. Недостатки этой палатки, они, в общем-то, вырастают из свойств китайских палаток и вообще палаток ультралайт. Прежде всего, насколько она хорошо вентилируется, настолько она может быть сложная, ну, в условиях сильного ветра, похолодания. Это, конечно, летняя палаточка, легкая летняя палатка. Кроме того, вот этот вот характерный гребень, такой же, как у палатки CloudUp 2, он уменьшает внутреннее полезное пространство. Если бы здесь была консоль, пространство было бы значительно больше. Но это была бы уже совсем другая модель, и у нее был бы больший вес. И третье, то, что мы серьезное заметили, это то, что не хватает дополнительных оттяжек, петелек на тенте, в ногах и в голове. И возникает ситуация, когда тент может просто прилипнуть к внутренней палатке. А там как раз голова и ноги могут упираться и может намокать, в принципе, все. Тем более, что там нахлест совсем небольшой. Но вот это как раз проблема, она исполняется элементарно. Нашиваются 2 петельки и можно использовать значительно более натянутом состоянии. Подводя такой вот итог этому краткому обзору, могу сказать, что палатка прикольная, легкая, но для тех, кто готов мириться с минусами ультралегкой палатки.
перенося ее на себе и таская всего лишь 1,5 килограмма. Для велосипедистов, видимо, тоже, но тут уж я ничего не могу сказать, я не велотурист. Но, будучи не велотуристом, я совершенно спокойно мог бы путешествовать с этой палаткой, перенося ее в рюкзаке. 1,5 килограмма – это очень вполне хороший вариант. Ну, пожалуй, все. Хорошая палаточка, интересная. Всем хороших походов и до встречи в поле.